на любом этапе как бы общества вот, может появиться государство, и это не означает, что само государство есть этап развития общества. Да? То есть, если у вас есть глисты, ну вот, это не значит, что вы с глистами создаете какой-то новый организм, что это какой-то новый тип человека. Нет, это тоже человек, только, значит, зараженный внутренним паразитом. Да? Что мне надо сделать для того, чтобы я всегда, и мои потомки, и вот эта наша правящая группа, вся эта банда, с которой я пришел, чтобы они всегда могли жить за счет тех, кто, значит, там копошится на земле, ну вот, разводит там скот и так далее, чтобы они нам регулярно носили, значит, какую-то долю, с которой мы себе будем паразитически, значит, существовать. Ну вот. То есть все, что мы видим сегодня в государстве, оно все есть ответ на этот вопрос. Да? И львиная доля ответа на этот вопрос, она сосредоточена в имитации полезной деятельности. Ничего, ну, собственно говоря, другого варианта у меня как бы объяснять базовые вещи, как их повторять, нету, да, то есть понятно, что, ну, наверное, причина в том, что я плохо объясняю, вот, но постоянно возникают одни и те же вопросы, которые повторяются. Часть из них действительно, скажем так, можно на них, грубо говоря, забить, вот, потому что они, ну, связаны с погружением в тему. Вот. Ну, к примеру, вопрос такой: а покажите, где это все есть, или расскажите, как это все будет при, значит, вашем анкапе. Там, это вопросы, они логичные, закономерные. Нельзя людей как бы винить за то, что они их задают, они совсем не глупые, эти люди. Вот. Но это вопросы связаны непосредственно с пониманием темы. Вот, потому что когда человек уже, ну, как бы погрузился, уже изучил хоть какую-то литературу, для него ответы на эти вопросы становятся ясны. А ответ самый простой, что отвечать на эти вопросы не нужно, да, потому что никто не знает, как оно там будет, и что оно будет, и нарисовать точную картину, так сказать, будущего невозможно, будущее непредсказуемо. Вот. Ну и самое главное, что у нас с вами нет миллиона долларов, то есть, ну, мы не бизнес-план строим. Одно дело, вот такой вопрос надо задавать людям, которые сидят и планируют свою бизнес-деятельность. Да? Вот, например, там, открыть частную военную компанию. Представим, что нет общества, в смысле нет государства, да, то есть вот люди хотят заниматься этим делом, и вот им, да, когда у них там миллионы долларов, значит, в кармане и, соответственно, миллионы долларов риска, вот им эти вопросы задавать логично. А людям, которые просто абстрактно рассуждают и ничем не рискуют, такие вопросы задавать бессмысленно, потому что они на них, если и ответят, то ответят как бы совсем не так, как это сделают люди, которые рискуют миллионами долларов. Но дело в том, что в реальности будет воплощена система, именно сделанная людьми, которые рискуют миллионами долларов, а не те, которые просто абстрактно рассуждают, как мы тут с вами. Вот поэтому, если мы хотим знать, как оно будет, да, то есть мы должны дождаться, когда оно будет. Ну вот, и когда эти люди с миллионами сделают свое дело. Вот, потому что сейчас абстрактно рассуждаем, мы можем, ну, говорить только о самых общих вещах, о чем, собственно говоря, ну вот либертарианцы говорят, да, там про всякие охранные компании, там про частные дороги, и Уолтер Блок там целую книжку написал в свое время, которую мы перевели вот на эту тему, ну, уже подробности, да, такие там, а как будет патентное право там работать, там, или, ну, в смысле его не будет, да, вот как без него, ну, вот тут будете все эти проблемы решать, вот, они могут, на них можно отвечать только на самом общем уровне. Вот. Конкретно мы не знаем, как это будет делаться, и слава богу, это надо честно говорить. Кстати говоря, не лишне здесь будет вспомнить о том, что коммунисты, в общем-то, никогда не переймалися, что называется, своим описанием коммунизма. Почему-то принято считать, что коммунисты заманивали, значит, людей светлым будущим. Да, это так, но никогда этой картины светлого будущего не было. Она была только в творчестве писателей-фантастов. Сам Карл Маркс, значит, ничего об этом не писал. Вот, у него там есть буквально там вот эта одна знаменитая фраза, где, значит, при коммунизме там человек с утра будет там делать это, а потом, значит, пойдет на охоту, а вечером будет писать критические статьи. То есть вот это все, что, собственно говоря, товарищ Маркс предложил в качестве заманчивой картины, так сказать, будущего, да, то есть
прекрасно понимая, что если он такую картину полную нарисует, там как Томас Мор какой-нибудь или еще что-нибудь, то это будет обман. Вот. Я не знаю, насколько Марш был честным человеком, но в этом вопросе он, по крайней мере, не, скажем так, утруждал себя вот этой ненужной и бессмысленной работой. Тем не менее, даже без этого, да, то есть просто на отрицании того, что есть, значит, что мнимых грехов капитализма, социализм, так сказать, прекрасно работал. У всех была иллюзия, что существует некая картина будущего, которую им предлагают социалисты и коммунисты, которые на самом деле, повторюсь, еще раз, не было, она была только в художественных произведениях. Но если вас устраивает художественное произведение, то есть и художественное произведение, где, так сказать, авторы, которые испытывают разную симпатию к, скажем так, анархическому устройству общества, пытаются его воспроизвести, там, от Хайнлайна того же, но он больше республиканец, но тем не менее, вот, до разных там вариантов вот этих вот контрактных юрисдикций, которые тоже фигурируют и пришли к нам на самом деле из фантастики, а уже потом начали обсуждаться, значит, серьезно, как уже научная, скажем так, тема. Ну, а это я немножко отвлекся. Сейчас поговорим о простых таких вещах, как признаки государства и, конечно же, о том, что такое монархизм и чем он отличается от либертарианства, да, и почему же вот вечно это все всплывает. Ну, раз всплывает, значит, надо об этом говорить. С моей точки зрения, нет лучше определения государства, чем то, что дал Оппенгеймер, как организация политических методов. То есть можно, ну, в науке вообще определение – это вещь такая, которая, их может быть много разных. Да, то есть где-то подчеркнуто одно, где-то подчеркнуто другое. Даже в точных науках существуют разные, допустим, определения. Иногда нет, там, где речь идет о простых вещах, а вот там, где речь идет о достаточно сложных вещах, существуют, допустим, формулировки разные некоторых физических законов. Да, как казалось бы, совершенно объективная вещь, там можно, грубо говоря, вольтметром померить, вот, то есть то, к чему мы все привыкли. И тем не менее, даже здесь существуют разные формулировки законов совершенно объективных, еще раз повторю, которые действуют, и их действия можно физически как бы наблюдать. Вот. Что уже говорить тогда о социальных науках, да, где предмет, так сказать, изучения вечно расплывается, исчезает, и существует, так сказать, множество различных теоретических очков, некоторые из которых просто полезны, а некоторые менее полезны, а некоторые вообще бесполезны. И поэтому подход как бы к терминологии, определениям и разным таким точным штукам, которые якобы присущи естественным наукам, ну, опять-таки еще раз подчеркну, что на самом деле нет, вот, он должен быть, скажем так, утилитарным. Да, то есть я это воспринимаю и рекомендую, ну, всем так делать, как, опять-таки, набор вот этих самых теоретических очков. То есть одни нам подойдут здесь, другие подойдут здесь. С помощью этих мы увидим то, но не увидим этого, а вот эти нам помогут, значит, дать более-менее точную картину. Так вот, если мы говорим о государстве, то как раз государство, которое, ну, есть нечто, и в нем есть нечто такое, чего нет в других организациях общества, да, так вот наиболее точным определением является все-таки, с моей точки зрения, определение Оппенгеймера. Оно и короткое, и очень емкое по своей сути, то есть организация политических методов. При этом, конечно, нужна расшифровка, которая говорит о том, что такое политический метод, собственно говоря. Вот, и дальше уже от этого, кстати говоря, у нас будет, нам станет понятно, чем либертарианство отличается от минархизма. То есть политические методы, как известно, это методы силового присвоения богатства. Да? То есть Оппенгеймер говорит, что есть два метода, с помощью которых люди могут увеличить свое богатство. То есть первый – это непосредственное его производство и обмен добровольный, а второй – это насильственное присвоение. И вот первый – это экономический метод, когда люди выращивают там зерно, а потом его продают, значит, другим людям. Вот. А второй метод – это как раз, значит, политический. Вот. Так вот, государство – это есть организация политических методов. То есть, что нужно сделать людям для того, чтобы
значит, реализовывать эти политические методы, вот как им надо построить, грубо говоря, чтобы в это общество внедрить какого паразита, вот это все и называется государством, одним общим словом, да, то есть это очень емкое и четкое понятие. Но здесь еще не то, что упускается, но так его не видно сразу, если внимательно не присматриваться. Вот, такой вопрос, который тоже вводит часто в заблуждение, это вопрос технологии. Да, вот то, что я предлагаю, как бы нового во всю эту тему, это смотреть еще на государство как на развитие определенной технологии. А технология какая? То есть, ведь технология что такое? Это рецепт. Да, как мне сделать что-то, да, вот у меня есть некая конечная цель, и как мне ее получить, как сварить борщ, например, да, вот мне надо там вскипятить воду, там сварить бульончик, значит, и так далее, там добавить туда всяких жареных морковок, буряков, вот, и у меня получится, значит, картошечки. И вот этот вот рецепт, да, у которого есть, значит, определенная конечная цель, это и есть, собственно говоря, технология. Вот. Так вот, в государстве она очень важна, потому что государство возникает не просто, потому что может возникнуть вопрос, откуда же тогда берутся эти политические методы, да? Так вот, политические методы – это и есть реализация этой технологии, да? То есть, а сама технология отвечает на вопрос, как мне безопасно и законно грабить других людей. Да, то есть как можно сделать так, чтобы я, значит, что я должен предпринять для того, чтобы я мог ничего не делать, грубо говоря, а мне все носили, значит, денежку и кормили меня, значит, чтобы мне было хорошо. Вот на ответ на этот вопрос и, собственно говоря, в технологическом смысле, и если мы будем эту технологию решать, мы получим в итоге государство. Вот, то есть первое и главное, это как бы с чего это начинается, нужно захватить какую-то территорию с людишками, да, вот, потому что людишки есть главный как бы ресурс неисчерпаемый, вот, как мы знаем, как рассказывает нам Джулиан Саймон, вот, который, собственно говоря, и будет меня кормить, да, то есть мы захватываем территорию, вот, мы, значит, объявляем себя, значит, самыми, ну, понятно, нам придется им всем там понадавать по голове, но всех убивать не надо, вот, и говорим, что они будут нам, так сказать, носить регулярную дань, да, то есть в этом случае дань превращается в налог. То есть налог – это когда уже внутри государства, дань – это когда одно племя другому платит, но другое племя как бы живет отдельно, да, то есть, а здесь мы живем уже все вместе на некой территории, то есть мы завоеватели, а они как бы завоеванные. Вот. И дальше как бы технология уже логично развивается из этой ситуации. То есть что мне надо сделать для того, чтобы я всегда, и мои потомки, и вот эта наша правящая группа, вся эта банда, с которой я пришел, чтобы они всегда могли жить за счет тех, кто, значит, там копошится на земле, вот, разводит там скот и так далее, чтобы они нам регулярно носили, значит, какую-то долю, с которой мы себе будем паразитически, значит, существовать. Вот. То есть все, что мы видим сегодня в государстве, оно все есть ответ на этот вопрос. Да? И львиная доля ответа на этот вопрос, она сосредоточена в имитации полезной деятельности. Вот. То есть да, прежде всего нужно, конечно же, обмануть. Так сказать, этих людей, обманывать их регулярно, потому что силой, конечно, вы не удержите. То есть вы можете удержать только маленькую территорию. Если вы хотите большую империю, то никакая сила вам не поможет. Вот. Вам нужна идеология, вам нужна религия для промывки мозгов. То есть все вот эти инструменты, пропаганда, эксперты, цензура и так далее, и так далее, и так далее. То есть все, что мы видим в современном как бы, обществе. Да? То есть это 90% на самом деле того, куда нас ведет эта технология. То есть прежде всего нужно заставить людей верить в то, что государство, как бы, то есть вы приносите им какую-то пользу, вот, что альтернативы не существует, нет этому всему, ну и так далее, так далее, так далее, так далее. То есть на всем вот этом вот наворачивается вот тот огромный монстр, который сегодня существует как бы в реальности, да, вот это самое государство. Это есть вполне логичное развитие вот этих вот самых политических, пардон, методов, вот, которые, опять-таки, легче понимать, если мы понимаем это как технологии. В мире, где государство уже есть, да, то есть вам не нужно уже никого завоевывать, уже все завоеваны, вот, вам нужно только, ну, например,
просто инсталлировать эту технологию, скажем так, да, то есть вот как, например, там государство Израиль. Вот были же новые государства, мне говорят, которые возникли не путем прямого завоевания. Конечно, были полно, но это ничего не меняет. То есть они все воспроизводят одну и ту же как бы технологию, вот, которая начинается прежде всего с идеологических моментов о том, что по-другому жить нельзя, и нужно постоянно делиться, значит, силой у вас будут отбирать без всякого договора часть вашего богатства для того, чтобы, потому что по-другому нельзя. Да? Вот, для того, чтобы. Вот. Ну, а дальше попытки вопроса ответить, почему. Да, которые всегда такие несуразные, кривые, именно по этой причине, потому что они являются частью обмана, а не частью действительной проблемы. Да? Так вот, здесь всегда возникает вот это непонимание, которое государство ставит как бы отдельной фазой или там этапом развития общества. Тоже, о чем мы много раз говорили. То есть там был род, было племя, а после него наступило государство. И государство – это некая самостоятельная целостность. Нет. То есть если мы понимаем, что государство – это и есть организация политических методов, то мы понимаем, что, допустим, банда, мафия, там и так далее, ну, рэкет, да, который существует на некой территории, это и есть то же самое государство. Вот оно ничем не отличается, оно отличается просто размером и тем, что другая банда считает ее нелегитимной. Да? То есть, если есть там государство, оно действует на территории государства, то это государство, конечно же, считает ракетирские банды нелегитимными. Ну, вот. Но на самом деле это такое же государство, только с точки зрения того, оно как бы нелегитимно. Вот. Но оно еще маленькое, слабенькое, как бы, поэтому оно как бы ведет себя лучше, чем вот это большое. Вот. Но тем не менее, да, то есть это все одна и та же сущность. Так вот, беда современных как бы социальных наук в том, что они дают такую вот историческую как бы последовательность, не давая как бы государству место в этой исторической последовательности. Если мы понимаем государство как паразитическую структуру, то оно может, тогда мы понимаем, что оно может возникнуть в любое время, скажем так, на любой, действительно, скажем так, стадии, этапе, там, в любой форме, скажем так, давайте назовем это так, организованного сообщества. Вот, потому что, к сожалению, историческая и там проще антропологическая наука не рассматривают всерьез, как бы не изучают на самом деле формы организации человеческого общества. Это так. Вот, они изучали, значит, вот поскольку их толкает так вот эта вот историософия, да, что там были сначала там рода, да, условно говоря, которые бродили, там всякие там собиратели, охотники, вот, потом, значит, там появилась зненацька, значит, оседлое земледелие, хотя на самом деле это не так было, но тем не менее, да, я просто вот официальную версию сейчас пересказываю, вот, а после этого там появляются, значит, более сложные организации, такие как полисы и республики, которые они уже считают государством. Вот, которые они считают государством, хотя это не так. А вот что было дальше, они уже не изучают, потому что дальше все это укладывается в рамки государства. То есть, условно говоря, шумерское государство там 5000 лет назад и нынешнее называется одним и тем же словом. Да, говорит товарищ Оппенгеймер, и мы вслед за ним как бы повторяем, действительно, и там, и в этом, и в том случае существует вот эта паразитическая структура, которую мы описали. Но само шумерское общество и общество современное постиндустриальное, они абсолютно разные. Да, они абсолютно разные, но в них есть один и тот же паразит. Называть и то, и другое, считать и то, и другое неким этапом как бы, да, развития там, человечества, общества и так далее нельзя, очевидно. Да? Так вот, большая дыра существует в антропологии, да, в социологии там, вот, и так далее. Вот в период вот от появления, ну, от того момента, когда государств уже стало достаточно много, чтобы их можно было заметить, вот, до сегодняшнего времени. Да? То есть, условно говоря, это от античности, на секундочку, вот, до нынешнего времени большая дыра в попытках описать вот эти общества, то есть они их просто не описывают. Да, то есть для них, что античное общество, что, значит, современное, ну вот это все одно и то же, это все описывается словом государство. Вот, но на самом деле, даже если мы берем вот эти общества без государства, мы видим, что они все сильно очень друг от друга отличаются. И род, и племя, и клан, и полис, и республика. Там, и то, что они называют город-государство. Да, то есть, ну,
тоже полис, только другого уже типа, если брать там, допустим, средневековые города такого типа. Вот. Но это все сообщество без государства. Ну вот. И вот мы можем сказать, что на каждом этапе может здесь завестись государство. Да? То есть мы знаем государство практически с племенной структурой, такие как Конго, империя Конго, да, когда туда приплыли, значит, португальцы, там было себе вполне себе государство рабовладельческое, вот, но оно там существовало на этапе, скажем так, родовом. Вот, или точнее племенном, да, то есть более организованная структура. Вот. А Римская республика превращается в империю, то есть превращается в государство. Ну вот, причем превращается не одним махом, а этот процесс занимает достаточно долгое время. Вот. Ну и так далее, так далее, так далее. Да? То есть на любом этапе как бы, общества вот, может появиться государство, и это не означает, что само государство есть этап развития общества. Да? То есть если у вас есть глисты, ну вот, это не значит, что вы с глистами создаете какой-то новый организм, что это какой-то новый тип человека. Нет, это тоже человек, только, значит, зараженный внутренним паразитом, да, то есть это не единая какая-то сущность. И вот понимание вот этого, понимание природы государства, и есть то отличие, которое отличает либертарианцев от классических либералов, потому что монархизм – это просто другое название для классического либерализма.